Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами поговорим по рыболовной сети, по ловле рыбы линя. Как уже были и задавались вопросы непосредственно, да, при прямых трансляциях ответы и вопросы подписчиков. То есть на линя лучшее полотно — это зеленый цвет. Зеленый цвет полотна. Смотря в зависимости от того, какой у вас непосредственно размеров идет линь, да, в разных районах он разных размеров существует. И необходимо применять разную ячею, скажем так. Рыболовная сеть, данная сеть, чтобы поймать линя, чтобы он хорошо попадал именно в сети, рыболовные сети, то необходимо применять сетеполотно вот зеленое. И, скажем, он находится в не очень доступных местах, рыба-линь. Лучше использовать небольшие сети по длине, скажем так. Но можно использовать и большие сети, длинные, где место позволяет. Как правило, используются, скажем, грузовые шнуры, достаточно более тяжелые. Там, скажем, это 100 грамм, да, 100 грамм, 50 грамм на метр. Скажем, чтобы пробить непосредственно где-то какую-то водоросли, ряску, да, тину, скажем, еще какие-то моменты. Чтобы это пробить, да, более грузовой шнур должен быть тяжелый. Или если вы делаете сеть на кольцо, то довольно-таки тяжелые должны быть кольца. Верх данной сети можно использовать как шнур там патент, скажем, или какой-то плавающий шнур, или собрать это на поплавок, какой-то поплавок, да. Принципиальное значение не имеет. Скажем, кому как удобней. Скажем, более поплавок для таких вещей, но он более будет держать лучше полотно. Данный вид сети, используемый для лова линя непосредственно, да, мы ее сейчас немножко порисуем. Скажем так, ее нарисуем. Как и что с этим делается. Как я уже и рассказывал, сейчас немножко камеру переведу. То есть, допустим, зеленое сетеполотно какое-то используем для этих целей. Садовая нитка, там, скажем, если даже толстый шнурок, хороший толстый шнур, понятно, от 1,2, 1,4. Непосредственно для того, чтобы ее сделать, она хорошо ловила, то там буквально два момента, которые мы в принципе уже с вами рассмотрели. Данная сеть будет иметь, скажем, вот такую конструкцию. Мы ее сейчас немножко порисуем с вами для понимания. Верх сети там, к примеру, на поплавке стоит. Идут в ней протяжки. Скажем, как в рамовой сети идут протяжки. Идет протяжка у нее верхняя. Идет протяжка у нее нижняя. И здесь уже непосредственно с полотна идет там карманы. Идут карманы. Независимо, то есть мы делаем сеть с вами, к примеру, на грузовой шнур, или эта сеть будет идти на кольцо, да, просто кому как удобнее, у кого что есть, в наличии какие материалы. То есть данная сеть, здесь протяжка идет, она имеет, скажем, непосредственно свою высоту, порядка там 1,5 метра, там 1,6, к примеру, 1,8 даже. В принципе, нету смысла ее делать 1,8 метра. Как правило, они 1,5 метровые. Это вполне хватает,
потому что данная рыба линь, ее кормовая база находится в этот период времени, когда отлавливают ее сетями, находится на таком расстоянии. И, скажем, она выше не поднимается, смысла нету делать как бы высокие сети для линя. Их нету просто необходимости делать. Скажем, среднее значение, оно как делается и рамовая сеть. Вот это окно, которое, оно бывает 50 там, или 60 сантиметров. Вот здесь окно именно для рыбы линь разбивается 50-60 сантиметров. Это не говорит о том, что это окно можно сделать и больше. Да, можно больше его сделать. Но говорится о том, что мы делаем с вами специализированные непосредственно сети. И чтобы мы поймали больше, скажем, и лучше рыбу этой породы линь. Из-за того делаются немножко профессиональные сети, более специализированные сети, чтобы наловить непосредственно побольше этой рыбы. Можно поставить и одностенную сеть, но вы поймаете в нее там одну или две рыбы. В данный вид сети вы поймаете просто больше рыбы. Вот вся разница как бы вообще в рыболовных сетях. Вот это расстояние, как правило, берется порядка 40-50 сантиметров. Ну и также здесь от низа, это вот от верхнего шнура до самого кармана. И также здесь такое же расстояние, скажем, 40-50 сантиметров. То есть, как мы уже с вами и знаем, в принципе, мы видели, на канале предоставлено уже видео, да, видео, что такое протяжка и верхний карман сверху. Это мы делали подобие с вами сеть, то есть, вот внизу была вот как бы стенка, а сверху шел карман без вот этой верхней протяжки. Просто без протяжки шла подобная сеть с разбивом на карманы. В данной сети, в данной конструкции, то здесь непосредственно уже, если мы знаем с вами, да, по одностенным сетям и по всему, допустим, в жгуте, если необходимо, там, скажем, возьмем на примере ячья 50. К примеру, ячья 50. И планируем мы с вами сделать из ячей 50 в данный вид сетей. То вот эта протяжка, если 40 сантиметров, да, 40 сантиметров. На сетях мы знаем, что плюс 20%. Это получается 48 сантиметров. Но мы с вами можем взять непосредственно 48-50 до кратности. До кратности. То есть это составляет 10 рядов. 10 рядов. Или 5 ячей. То есть нам необходимо с вами вставлять уже игличку непосредственно или в 10 рядов, или после 5 ячей. Скажем, в шестую ячею проставлять необходимо челнок или игличку, да, и делать эту протяжку. Эту протяжку уже вставлять. И также отверху вставлять эту протяжку. Да? На расстоянии вставлять, то есть также то же самое в шестую ячью мы вгоняем протяжку. И чтобы изготовить эту данную сеть, к примеру, там карман будет 50 на 50 сантиметров, то данный карман сюда вставляется 1 к 3. Карман 1 к 3. 1 к 3 применяется здесь. То есть у нас здесь 50 с вами уйдет сантиметров, в жгуте 50 и 1 к 3, 1,5. То есть нам для изготовления данной сети необходимо в жгуте полотна 2,5 метра. Но если будем карманы делать на 60, ее чуть-чуть повыше, то необходимо будет 3-метровое полотно. Протяжки каким образом, мы уже в принципе знаем, как делать. И карман мы набираем 1 к 3. Также садовое значение, то, что мы с вами садим, по садовому значению сад
Сад также мы применяем 1 к 3. Без разницы в каком районе, без разницы где мы будем ловить данную породу рыбы. Именно на рыболовную сеть, на профессиональную рыболовную сеть. Именно на специализированную сеть, в которую попадет рыбы намного больше. Данной породы рыбы линь. Ее попадет во много раз больше, чем в какой-либо другой вид сети. Независимо будет это одностенная рыболовная сеть, там, режовая сеть, рамовая сеть. Без разницы, какая будет сеть, в данную вид сетей попадет рыбы больше. Попадет больше. Вы можете проверить, пожалуйста, поставить там свои сети, поставить эту сеть. И способом практики вы это поймете, увидите, да, скажем, и уже будете соглашаться или нет в этом случае. На данном периоде времени, если просто посмотрите что-то оспаривать, да, пожалуйста, можете оспорить. Ваше право. Сад 1 к 3. Сад 1 к 3, ну, соответственно, то же самое, если наше значение с вами мы применяем, к примеру, расстояние садовое 20 сантиметров, то набор мы с вами, если по 50-ке, набираем 6 ячей. 6 ячей. То есть 6 ячей мы с вами набираем как по верху, так и по низу данной сети. Протяжка уже, еще раз повторюсь, на канале Рыболовные снасти и рыболовные мережи уже предоставлено видео, да, как делается протяжка. Также предоставлено видео, как делаются карманы по специализированным рыболовным сетям. То есть здесь уже все понятно. Просто здесь под разновидность идет, что протяжка нижняя, верхняя и карман созданный. Карман 1 к 3. Кармана 1 к 3 вполне хватит для ловли данной породы рыбы. Независимо на чем будет стоять верхний шнур, независимо, я еще раз повторюсь, патент это будет стоять. Но здесь в данной конструкции, если применять патент, то где-то надо его применять порядка 12-15 грамм на метр. 12-15 грамм на метр. Именно если брать патент. Если брать какой-то поплавок, то поплавочности также, там, скажем, от 10 грамм. 10, там, 15, 20, 25, 30, 35. Вполне этих поплавков хватит, да, в зависимости от того, какой грузовой шнур. Я еще раз повторюсь, как правило, ставят сюда грузовые шнуры, уже считаю, практически от 50 грамм на метр. 50, 60, 80, 70, 100, 150, 200, смотря кому необходимо сколько пробить именно каких-то водорослей, зарослей и еще чего бы то ни было. В зависимости от этого ставят такие грузовые тяжелые шнуры. Или применяют кольца более тяжелые. Все. Спасибо за внимание. Удачи. Удачи на водоемах. Удачи в отрасли рыболовства. Спасибо. Всем хорошего дня и отличного настроения.